Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я хочу вам показать нашу с Юлей квартиру, которую мы снимаем в Крыму, в городе Севастополь. Сначала два слова о том, как мы ее снимали. Если вы хотите снять квартиру в России, то есть два ресурса, два самых популярных ресурса. Первый — это avito.ru. Это такая большая доска объявлений, где можно что-то купить, что-то продать, что-то снять, что-то сдать. И второй сайт — это cian.ru. Это специальный сайт, где можно купить недвижимость, продать недвижимость, снять квартиру или дом, или сдать квартиру или дом. Да? Вы можете туда зайти, да, и выбрать, там есть фильтр, выбрать город, выбрать квартиру, какую вы хотите, и посмотреть цены. Например, эта квартира обходится нам в 25 тысяч рублей плюс 5 тысяч рублей за коммунальные услуги. Это электричество, это интернет, это телефона здесь нет, свет, газ и так далее. То есть все вместе это 5 тысяч рублей. Ну а сейчас давайте посмотрим на наш дом. Вот это наша улица, а это наш дом. Сейчас здесь очень много машин, потому что все приезжают в центр на работу. Но вечером этих машин уже нет. А вот это наш двор. Вот он, двор. Так, номер 3. Наша квартира номер 3. О, номер 3. Отлично. Давайте зайдем сюда. Вот мы и в квартире. Это двухкомнатная квартира. Сейчас я вам ее покажу. Здесь вот это помещение первое, это коридор. Коридор. А вот это Макс. О, смотрите, сколько? 3 Максов. О-о-о. Так вот, это коридор. И обычно здесь просто стоит обувь. Да? Здесь есть вот такая вешалка, да, вешалки, куда мы вешаем одежду. Более-менее все понятно. Здесь также находится бойлер. Этот бойлер греет воду. То есть здесь нет центрального водоснабжения. То есть вода в дом идет только холодная, а бойлер уже греет ее. И вообще, обычно в России у нас есть центральное и холодное водоснабжение, и горячее водоснабжение. То есть есть и холодная, и горячая вода. Но иногда вот есть только холодная вода, и вот такой электрический бойлер греет воду. Вот, поэтому здесь все понятно. И первая, значит, дверь у нас, она ведет в ванную. Это наша ванная. Давайте на нее посмотрим, что здесь есть. Да? Она достаточно большая. Она небольшая, но не маленькая, так скажем. Вот здесь есть раковина, можно помыть руки, мыло, зубные щетки. Здесь какая зубная паста, крем, всякие штуки. И здесь сам душ. Вот здесь находится душ. Вот. Здесь душ, здесь все, в принципе, более-менее понятно. Здесь у нас стиральная машина. Конечно, стиральная машина — это обязательный элемент любой квартиры. Ну и толчок, он же унитаз, да? Это туалет. Вот, туалет — это абстрактное понятие. Сама вот эта часть называется унитаз. Толчок — это сленг, не очень красивое слово. Я пошел в толчок. Вот, лучше так не говорить. И вот это первая наша комната. Да, как я говорил, двухкомнатная квартира, то есть 2 комнаты. Мы считаем не спальни, а все комнаты. Это комната номер 1, там спальня, комната номер 2. Это гостиная.
гостиная, иногда мы называем ее холл, иногда большая комната. Да? Например, в Питере, в моем микрорайоне, мы всегда называли такие комнаты просто большая комната. Поэтому гостиная или большая комната или холл. Здесь, что здесь есть? Здесь есть телевизор. И с помощью вот этого HDMI кабеля я подключаю ноутбук, и мы с Юлей смотрим сериал The New Pope, Новый Папа. Мы уже посмотрели The Young Pope, и сейчас смотрим The New Pope. Офигенный сериал, хотя вторая часть пока нравится нам меньше. Вот. Здесь столик, там есть разные книжки, мои книжки на китайском языке, какие-то книги, которые здесь уже были, и в общем все. Здесь мое оборудование для съемок видео, это мой штатив, мой трипод. Кстати, о нем уже было видео из Китая, которое я снимал, оно будет здесь. Вот, такую лампу я купил для света, она очень удобная, чтобы было больше света. Видите, в этой комнате немного темно, потому что здесь нет окон, да, здесь нет окон, здесь есть дверь и вот такой проем, да, вот это дверной проем или просто проем, да, но нет окон. Окна есть на кухне и окна есть в спальне. Ну окей, давайте еще быстро. Значит, в этой квартире есть центральное отопление. И это круто, потому что в Крыму не в каждой квартире есть центральное отопление. Вот, но у нас оно есть, вот здесь. Здесь сейчас сушатся полотенца, поэтому теплая батарея. Вот. Здесь есть кресло-качалка. Вот, можно на нем покачаться. Кресло-качалка. Есть журнальный столик, вот, на котором находятся мои чайные принадлежности. И, конечно же, Будда, который мне прислала Ким. Ким, спасибо тебе большое, он теперь ездит со мной. Конечно, большой диван, и сейчас этот диван является моим рабочим местом. Я здесь работаю. Пока у меня нет стола. Видите, здесь нигде нет стола. Поэтому мне нужно купить стол, чтобы я мог ровно сидеть, а не вот так. Да, к сожалению, пока что я работаю вот так. Следующее – это спальня. Спальня здесь достаточно маленькая, но нас все устраивает. Здесь есть кровать, здесь есть гладильная доска. Это доска, чтобы гладить вещи. Но, честно говоря, я не гладил вещи уже лет 10 или 15. Я никогда этого не делаю. Но сейчас это используется как столик. Здесь лежит книжка по истории Крыма, которую я читаю перед сном. Ну и какой-то ночной крем для лица. И, в общем, еще какие-то вещи. Вот, большая кровать. И, конечно же... Кстати, мы с собой из Москвы привезли растения. Познакомьтесь, это Оскар. А это кипа или кипушка. Это кипарис, а это роза. Почему розу мы назвали Оскар, вы можете подумать и написать мне. В этом есть логика. Роза Оскар. Почему Оскар? Подумайте и напишите мне. Здесь у нас шкаф. Это шкаф-купе. Шкаф-купе означает, что вот так вот он открывается. Двери открываются не вот так, а они открываются вот так. Это шкаф-купе. Вот здесь достаточно много места. Здесь
мои вещи, моя одежда. Здесь есть тоже такие вот вешалки или плечики, или отвески, их называют по-разному. И здесь вот Юлина часть, но я не знаю сейчас, давайте потише, чтобы Юля не услышала, что мы будем смотреть ее. Ладно, мы не будем смотреть Юлины вещи. Окей. И, наверное, последняя вещь, кстати, вообще это трехкомнатная квартира, и вот там есть тайная комната. На самом деле хозяйка хранит там свои вещи, и она сказала нам туда не заходить. Давайте посмотрим кухню. Вот, кухня у нас совмещена с офисом. Привет! Привет, Юля. Юля здесь работает, потому что у нас, как я говорил, нет стола. Вот, кухня маленькая, кухня реально маленькая, но для нас двоих этого достаточно. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть стол, где стоят фрукты, вот тут есть хлеб, какие-то еще вещи. Здесь у нас находится плита. Вот Юля сегодня испекла вкусную шарлотку. Очень вкусно. Вот, чайник и фильтры для воды. Потому что, ну, вода здесь не... лучше не пить воду из-под крана. Вообще в России мы никогда не пьем воду из-под крана. То есть вот так взять и пить воду лучше не надо. И мы ее всегда фильтруем. Вот. Есть, конечно, города или места, где вода из-под крана хорошая, ее можно пить, но это редкость. Лучше, конечно, ее кипятить и использовать фильтр для воды. Вот, ну здесь еще есть холодильник, там не очень много продуктов, но в любом случае холодильник. И, кстати, у нас ничего нет в морозилке. Мы едим только свежие продукты, свежую еду. Что, Юля, тебе нравится наша кухня? Мне очень нравится наша кухня. Тебе нравится наша квартира? Мне еще больше нравится наша квартира, чем наша кухня. Во. Наша квартира очень уютная, приятная, и сюда приятно возвращаться, и здесь приятно работать. Да, я, в принципе, согласен с Юлей. Вот так, друзья, собственно, так мы и живем. И на самом деле мы рады, что мы выбрали эту квартиру. Она находится в самом центре города. Здесь прекрасная локация, центр близко, море близко. В общем, класс. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если у вас есть вопросы, пишите. И до встречи в следующем видео.